Приветствую вас на канале Цветок Персика. Меня зовут Наталья. И сегодня мы продолжаем создавать нашу композицию с цветками пиона. В сегодняшнем видео на данном этапе мы будем формировать бутон. Но вот не такой, как мы формировали в прошлый раз. Вот он у нас только начал проклевываться. Мы будем формировать более распустившийся, но тем не менее это все равно будет бутон. У меня здесь есть штукатурка. Основная часть у нас будет белого цвета, немного зеленого и штукатурка цвета лайма. Два мастихина, которые побольше и которые поменьше. Естественно, влажная салфетка, кисточка, немножко водички. Так, начну я формировать зеленый вот такой темной штукатурки. Так, я создам небольшой элемент, такой лепесточек, который у нас будет располагаться в нижней части нашего бутона. Снимаю на палитру. Очищаю мастихин. Прикрою пока эту часть штукатурки влажной салфеткой. Так. Далее мне понадобится белая штукатурка. Поэтому я переворачиваю свою палитру, снимаю эту часть. Так. Я должна немножко, не как в прошлый раз мы создавали прям такой подковой, а мы загнем совсем немножко. Так, и у меня будет мой бутон располагаться примерно здесь. Подальше вот так вот я где-то его сделаю. Тщательно его закрепляю на работе. Вот. Вот таким образом. Далее очищаю зеленой штукатурки. Так, как бы мне развернуть работу, чтобы мне было сподручно. Я, наверное, вот так вот сделаю. Так. В принципе, вот эта нижняя часть, она у нас будет практически не видна. Поэтому мы здесь за идеальной красотой не гонимся. Нам главное обозначить наличие такого зеленого элемента. Так. Уронила влажную салфетку в воду. В результате она стала еще более влажной. Я беру белую штукатурку. Белая. Так, шарик. Наверное, надо добавить еще. То есть
Чем отличается немного распустившийся бутон от практически не распустившегося? То, что он по объему выглядит более крупным. Вот, и мы должны это дело показать. Вот я основу, на которую у нас будут опираться листочки, точно так же я мастихином как бы внутрь, проникаю мастихином внутрь этого шара и придавливаю его к поверхности нашей работы. Вот, и сейчас я буду формировать лепесточки. Вот у меня опять моя зеленая, ярко-зеленая штукатурка цвета лайм. Я снова ее перемешиваю с белой штукатуркой, так как напоминаю, что мои белые пионы будут иметь такой несколько зеленоватый оттенок, особенно ближе к серединке, и соответственно бутоны тоже они будут иметь такой зеленоватый оттенок, но этот оттенок очень будет совсем нежный, пастельный, практически незаметный, но тем не менее он будет. Вот я перемешала с белой штукатуркой зеленую. Да, вот, кстати, хочу сказать, что вот, видимо, из баночки я сейчас достала штукатурку, которую в прошлом видео я загущала микрокальцитом. Консистенция какая-то такая не совсем понятная. Сейчас попробуем, как у нас будет формироваться лепесток. Ну вот как по ощущениям, она как будто бы, даже не знаю, как сказать, более мягкая, что ли, какая-то. Посмотрим, как у нас будет формироваться. Вот, сделала горочку, и я буду сейчас делать. Так, как-то мне неудобно, что ли. Так, нет, так тоже не очень. Ладно, пока вот так положу. С этой стороной. Вот с этой стороны я сейчас сделаю несколько лепестков, потом я работу переверну. И я пытаюсь набрать достаточно тонкий лепесток и набираю его с упором на кончик мастихина, чтобы у меня получился рваный край. Вот видите, он какой. Вот. Я его сейчас сниму. Так. Горочка осталась, можно. Какая-то совсем липучая, что ли, штукатурка, не пойму. Загущенная микрокальцитом. Прям она вот липкая какая-то стала. Так. Делаю еще один лепесток. С упором на кончик мастихина. Снимаю. И, наверное, могу еще сделать лепесток. А потом сразу несколько лепестков мы с вами установим на работу. Открыть зеленую штукатурку. Вот видите, где-то я беру штукатурку со стороны левого края
где-то беру зеленоватую штукатурку, и у меня получается вот такие вот они разные. Но все равно вот этот зеленый цвет, оттенок, он присутствует. Так, ладно. Совсем как-то не очень. Так, и начинаем устанавливать. Вот. Оборотная сторона получилась такая фактурная, но сегодня мы опять будем делать на лицевую сторону, на гладенькую. Вот я хочу как бы подсунуть, вот у меня стоит эта зеленая штучка, и я в нее, я специально, когда формировала шарик из штукатурки, я его не вплотную к этому зеленому чашелистнику представила, а как бы на небольшом расстоянии, чтобы у меня была возможность потом туда подсадить мой лепесток. Вот, один лепесток есть. Беру следующий лепесток. Вот видите, он на оборотной стороне тоже такой рифленый. И делаю его. То есть я стараюсь соблюсти форму круга. Вот по принципу, как мы делали первый батончик. Только этот батончик у нас будет более пышный. Вот. Далее переворачиваю работу. Беру следующий лепесток, который мы изготовили. Видите, он какой весь с рваным рифленым краем. То есть пионы, они отличаются такими довольно. Есть, конечно, пионы с гладкими лепестками, но вот есть и такие. Вот я его устанавливаю. Закрепляю все. Вот у меня уже такой он интересный начинает получаться. При этом вот я пока пытаюсь придерживаться формы круга, то есть вот выпирающие уголочки лепестков я пока прижимаю к кругу. Потом последующие лепестки я уже буду их делать более раскрытыми, что ли. Так. Мне надо еще сформировать лепестков. Так. Для этого я в кучку сейчас все сгребаю. Вот, то есть с этой стороны у меня намешана зеленоватая штукатурка, с этой она осталась белой. Делаю горочку из зеленоватой штукатурки. Очищаю мастихин. И вот со стороны белой я могу вот такими движениями, я как бы в бок делаю упор на носик и в бок. Вот видите, насколько он получился рваный. Довольно интересно. Так, я снимаю. Горочка у меня сохранилась. В принципе, я могу продолжить ее использовать для набора следующего лепестка. Потому что я срезала не весь лепесток с мастихина, сняла, а только та часть, которая выступала. Лепесток. Хочешь?
Устанавливаем их на работу. Такой рифленый получился, красивый. Точно так же подгибаю лепесток, изображая форму такого шарика. Видите, он уже у нас начал пушиться. Такой интересный. Вот этот лепесток мы сейчас установим за наш листик. Вот сюда, за зеленую часть. Вот. Накроем. Можно даже так приоткрыть немножко. То есть, если мы посмотрим, у нас там внутри как будто бы много-много еще таких не раскрывшихся лепесточков. Часть можно наверх вытащить. Вот. Видите, но в целом он держит форму круга. И сейчас мы еще создадим один слой лепесточков, которые у нас будут дальше изображать объем. Так. Делаем. Мне, кстати, очень нравится вот этот вот зеленоватый оттенок. Он такой навязчивый. Как сказать, оттенок молодой листвы. Весной сразу запахло. Так, точно так же делаю корочку. Вытираю мастихин и начинаю набор на кончик мастихина и упор в бок. Вот. Срезаю. Лепесток у нас готов. И сейчас я банки брала. Я когда загущала, я в какую-то банку положила штукатурку, на которой у меня была загущена крахмалом, в какую-то микрокальцитом. Я вот, наверное, сейчас в эту штукатурку добавлю ту, которая у меня была загущена крахмалом. Потому что эффект микрокальцита, честно говоря, мне не очень понравился. Штукатурка прям вот липучая. И невозможно ей ничего сформировать. Я, честно говоря, не ожидала, что мне он не очень понравится. Во-первых, в плане того, что дышать им, у меня весь вечер было ощущение, что все внутренности пропитаны этим микрокальцитом. А во-вторых, вот то, что штукатурка вообще в каком-то состоянии непонятном. Но это, еще раз повторюсь, каждый выбирает себе сам. Вот. Еще один лепесточек пристраиваем. И мы всегда, когда
делаем новый слой лепестков, стараемся контролировать общую форму нашего цветка. Потому что бывает, когда мы делаем лепесток, а в итоге начинает деформироваться, куда-то уплывать, и мы положили форму цветка. То есть помним, что мы подходим к созданию цветков осознанно, не просто положить какое-то количество лепестков, а попытаться передать его форму, его объем. Ну, понятно, что природу очень трудно достоверно изобразить, но, по крайней мере, попытаться стоит. Ну вот у нас более... Вот я бы еще добавила эту часть. Я сейчас хочу побольше сформировать лепесток, потому что, может быть, у меня получится. Добавила штукатурку, которую ранее загущала крахмалом. Смотрим. Так это у меня еще штукатурка Клавель Ривьера. Я же ее загущала, точно. То есть это получается сейчас я делаю лепестки совершенно новым для себя материалом. То есть это штукатурка Клавель Ривьера, которую я загущала микрокальцитом. То есть раньше я таким материалом не работала, поэтому мне вот и некомфортно. То есть к этому надо привыкнуть, и к этому надо приспособиться, видимо, так. То есть вот любой новый материал в любом виде творчества требует к себе внимания. И любой материал, его надо сначала изучить, его особенности, и затем использовать. А я, видимо, делаю все как по привычке, а материал-то у меня другой. И вот от работы впечатление-то тоже немножко другое. Я вот сейчас вот сюда его пристрою. Можем даже немножко приоткрыть уже. Лепесток имею в виду. Вот. Может быть, еще вот в этой части лепесток изобразить. То есть это штукатурка Клавель Ривьера, она вот когда работаешь, набираешь на мастихе немножко другие ощущения. Я говорю, видимо, к этому надо тоже как-то приспособиться и привыкнуть. Вот я пока не приспособилась и не привыкла, и мне как-то не очень нравятся те лепестки, которые у меня получаются. Тогда при формировании самого цветка пиона все-таки буду использовать профессиональную штукатурку, но ту, к которой я привыкла, Клавель Ривьера. Мне с ней надо будет еще отдельно как-то пытаться познакомиться. Да, я вот, кстати, говорила, что мне вернули деньги, все-таки вернули. И мало того, я все-таки решила заказать себе еще банку штукатурки, ту, которую мне не довезли, 5-литровую, 5-килограммовую. Вот не знаю, приедет она в этот раз, не приедет. Но, по крайней мере, отдать должное магазину Озон, которые решают вопросы, возникающие у покупателей. Потому что, с одной стороны, получается, когда ты что-то получаешь в постамате, то есть там у тебя, ну сами видите, да, там почтовый ящик, и никого рядом нет. То есть что ты получил, что не получил. Но, однако, они
все равно вникают в вопросы и возвращают покупателям деньги. Но в этот раз я, чтобы не рисковать лишний раз, заказала в пункт выдачи. Ну, по крайней мере, если чего-то не будет хватать, там живым человеком хоть акт какой-то можно составить, потому что в постамате это совсем, как сказать, бесправный получается человек. Но вот магазин Озон проявил себя тут с лучшей стороны. И в этом ему честь и хвала. Вот. Какой-то у меня уж очень рваный лепесток получается. Я, наверное, срежу. Сформирую еще один. Вот совершенно другая, по ощущениям, штукатурка. Вот совсем другая. Не знаю, то ли я ее не загустила как следует, то ли она сама по себе такая липучая какая-то. Не знаю, в чем тут дело. Надо, видимо, как-то с ней договариваться. Так, делаем еще один лепесток. Вот. Я сейчас сделаю одну штуку, я ее поверну в ту сторону, как бы немного сделаю упор, что она у меня лежит. Вот, вот так вот. Вот, то есть тот край у нас лежит, а этот край мы можем дополнять лепестками. Так, еще у нас есть лепесток. Мы его приспособим. Так, наверное, надо еще вот эту часть один лепесток сделать. Так. Достану эту часть и заменю штукатурку, потому что мне что-то совсем не нравится. Ну, вот я думаю, такого объема для полураскрывшегося бутончика нам будет достаточно. И сейчас мы должны
чашелистик с нижней стороны и веточки. Ну, веточки вы знаете, как делать. То есть я потом сделаю веточку к этому бутону и к этому. Объединю их в единый стебелек, эти веточки. Так, переворачиваю, убираю и делаю 2 чашелистика. Так. Очищаю. Так, один. И второй. Очищаю мастихин. Так. Выглаживаю его в обратную сторону и пытаюсь... Ой, сорвался. Так, я уже столько раз крутила работу, что уже совершенно не ориентируюсь, что там у меня творится в кадре. Вообще видно ли что-то? Или уже ничего не видно? Так. Лепесток. И еще один меньше его сделаю. То есть он мне тут высокий не нужен, а мне важно только показать, что у меня тут он есть. Сделаю его нахлёст с этим мастихином, господи, чашелистиком. Вот, и получается вот такая красота. Я добавлю еще веточек. В следующем видео я покажу, как у меня эти бутончики получились вместе с веточками. Возможно, добавлю еще листиков. И в следующем видео мы будем формировать уже тут более крупный бутон. Вот в этой части работы. Там я возьму другую штукатурку, потому что как-то надо мне, видимо, учиться приспосабливаться к штукатурке Клавель Ривьера, да еще загущенной микрокальцитом. То есть сегодня мне, честно говоря, не очень понравилось, потому что она вся липучая, вся какая-то непонятно какая. Сразу вот почищу, напачкала здесь штукатуркой, салфеткой. Вот такой бутон у нас получился пиона, который немного раскрылся. А на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были вместе со мной, что вы смотрели это видео до конца, что вы делаете вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока-пока.